Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю кето-торт тирамису без глютена и без сахара. Торт ничем не уступает оригинальному рецепту тирамису, как по вкусу, так и по текстуре. Он понравится всем любителям нежных и ароматных десертов. А учитывая, что в кето-тирамису вместо сахара я использовал органический подсластитель, а также нет глютена, торт подойдет всем, кто придерживается низкоуглеводного питания, не употребляет сахар и глютеносодержащие продукты. Торт адаптирован для людей с низкой толерантностью к инсулину и при диабете второго типа. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. В яйца добавляю эритритол и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксера до получения пышной яичной смеси. Добавляю сметану, кокосовую муку и разрыхлитель. Недолго перемешиваю на низких оборотах миксера. В форму для выпекания с предварительно выстеленной пекарской бумагой выкладываю все кокосовое тесто. Распределяю тесто по форме. Убираю форму с тестом в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 30 минут. Для сиропа в кофе вливаю кипяток и перемешиваю. В кофе добавляю коньяк, при желании коньяк можно не добавлять. Эритритол пробиваю в блендере до получения эритритольной пудры. В маскарпоне добавляю ванильный экстракт. Недолго перемешиваю миксером, чтобы маскарпоне размягчился. Добавляю эритритольную пудру. Перемешиваю миксером в течение 2 минут. Вливаю холодные сливки. Перемешиваю на средних оборотах миксера до получения стабильного сливочного крема. Друзья, буду благодарен, если поставите лайк на это видео. Любая ваша активность продвигает канал в рейтинге, а меня мотивирует делать больше проверенных и стабильных рецептов, которые я лично тестирую на своей кухне. Вот такой устойчивый и плотный крем получился. Остывший бисквит разрезаю на 2 коржа. На поверхность для сборки торта наношу немного крема для устойчивости. Укладываю первый бисквитный корж порцией стороной вверх. Пропитываю корж кофейным сиропом при помощи силиконовой кисточки. Выкладываю больше половины крема на корж. Распределяю крем по поверхности бисквита. Сверху укладываю второй бисквитный корж. Пропитываю оставшейся половиной сиропа. Дополнительно кремом при помощи палетки выравниваю боковину торта и равномерно распределяю крем по всей поверхности торта. Окончательно выравниваю торт плоским шпателем. Оставшимся кремом декорирую торт по ободку при помощи насадки «Закрытая звезда». После декорирования убираю торт в холодильник минимум на 3 часа. Перед подачей рекомендую торт обсыпать какао-порошком через мелкое сито. Кето-торт тирамису получился очень вкусный и нежный. Торт понравится всем, кто любит этот традиционный итальянский десерт. Кето-торт не вызывает скачки глюкозы в крови и не стимулирует инсулин, а потому это отличный выбор для всех, кто придерживается кето или следит за своим весом. Обязательно приготовьте кето-торт тирамису для себя и своих близких. Уверен, им понравится. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.